Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами поработаем вот над таким маленьким мотивом и соединим его в полосу. В первых видеокадрах вы видели салфетку, связанная из полос и затем соединенная вот с помощью вот этих вот арочек и обвязанная. Мы можем с вами вязать отдельно мотивы, соединять их в полотно без вот этой обвязки, тоже будет очень красиво смотреться. Хочу сказать еще вот о чем. Мы с вами на прошлом видео разбирали вот такой вот мотив. Да, они немножко, как вы видите, похожи между собой. У меня спрашивали о том, как соединить вот тут вот центр. Я говорила о том, что мы можем с вами связать вот этот ряд 20 петель, да, и связать вот этот второй ряд и соединить его вот в центре. Или же просто связать вот это вот центр, столбики 20, и попробовать их соединить. Я соединять показывать не буду, как это делать, потому что это достаточно много времени. Мне нужно связать еще 2 квадрата, потом разобраться, сделать видео, смонтировать. То есть это занимает уйму времени. Но, как говорится, экономически мне это невыгодно. Поэтому я могу только подсказать, а там уже вы трудитесь сами. Итак, сегодня мы с вами будем работать вот над таким мотивом. Итак, начинаем мы с вами со скользящей петельки. Обвернули вокруг пальчика, зашли под петелечку и связали. Вот у нас получилась петля, которой мы можем регулировать серединку, диаметр ее. 1, 2, 3. Это столбик. Накид. Заходим под эту петельку и вяжем столбик с одним накидом. С учетом петель подъема у нас должно с вами получиться 24 столбика с одним накидом. И постепенно мы с вами будем затягивать нашу петельку, чтобы получить маленькое отверстие у нашего мотива. 24 столбика я связала. Теперь затягиваю ниточку и в третью петельку подъема вяжу соединительную петлю. Вот так мы с вами связали соединительную петельку. Этот хвостик мы можем прятать, или же давайте попробуем его привязать к верхней части. 1, 2, 3. Это у нас будет столбик с одним накидом. Накид. Я захожу в следующий, в рядом стоящий столбик. Захватываю эту ниточку для того, чтобы ее спрятать. Столбик с одним накидом, первый. Накид. И в этот же столбик, в этот, который только что вязали, вяжу второй столбик. Накид. Теперь мы вяжем с вами столбик в рядом стоящий. Мы с вами задействовали 3 столбика, получили 4. Теперь 1, 2, 3. Накид. Заходим в рядом стоящий столбик и вяжем столбик с одним накидом. При всем при этом вы видите, я прячу вот эту нитку. Теперь 1, 2, 3, 4. Я захожу в первую воздушную петлю и вяжу соединительную. В итоге у нас получается как бы пико. Теперь я делаю накид. На кольце мы один пропускаем, заходим в следующий. Один пропустили. Следующий столбик. Зашли и связали столбик с одним накидом. Один, 2, 3. Накид. Заходим в рядом стоящий столбик. Первый. Столбик с одним накидом.
Во второй столбик мы вяжем с вами 2. Вот первый накид. И в этот же я захожу, вяжу второй накид, рядом стоящий. Это у нас 4 столбик. То есть, как вы видите, мы с вами повторили наши столбики. Теперь будем вязать вот эту вот часть. И таким образом у нас идем по кругу. Видите, у нас должно быть 4 вот таких вот как бы столбика с пико. Смотрим. Вот что у нас получилось. Видите, вот один получается как бы угол, вот второй, третий и 4. Последние 3 воздушных мы соединяем в 3-ю петельку подъема и получили с вами второй ряд. Третий ряд. 1, 2, 3. Накид. Заходим во второй столбик. Вяжем столбик с одним накидом. Это будет второй. Заходим в 3-й столбик. Это будет 3-й столбик. Итак, в итоге мы с вами связали 4 столбика. Один в один, как в нижнем ряду. Теперь 1, 2, 3. 3 воздушных, 2 накида. Мы заходим с вами в вершину первого столбика и связали столбик с 2 накидами. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 накида. Заходим во второй столбик, между которыми у нас было пико, да? Вот так и вот так. Теперь 3 воздушных. 1, 2, 3 накид. И мы вяжем с вами вот эти 4 столбика. Первый, второй, вот второй, третий и 4. Вот наши 4 столбика. И далее мы с вами все повторяем. Обошли мы с вами по кругу. Вот смотрите, у нас четко уже просматривается квадратик, да, маленький. Последние 3 воздушных мы заходим в 3-ю петельку подъема и связали соединительную петлю. Вот так. Следующий ряд. Я вяжу 2 воздушных, накид, захожу во второй столбик, вяжу недовязанный столбик с одним накидом. Это у нас 3-й столбик, не довязали, и 4-й столбик не довязали. Вот у нас с вами 4 столбика, мы теперь их соединили и закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Я захожу в вершину вот столбика с 2 накидами, вяжу столбик с одним. 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Под вот эту большую арку вяжу 3 недовязанных столбика с одним накидом. Первый, вот второй, вот третий. Соединили, закрепили. 1, 2, 3. Накид. Я захожу вот в первую, или то, что мы с вами закрепляли, петельку, возвращаюсь в нее. Недовязанный столбик с одним накидом. Накид.
захожу опять в эту же петельку, вяжу следующий недовязанный столбик с одним накидом. Вот у нас с вами 3 столбика. Мы их соединили и закрепили. Накид. Теперь под эту же арку я опять вяжу 3 недовязанных столбика с одним накидом. Второй и вот третий. Соединили, закрепили. Вот какая у нас получается конструкция. Далее 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Я захожу под, вернее, в столбик с 2 накидами, вяжу столбик с одним накидом. Вот так мы с вами связали столбик с одним накидом. Теперь 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. И мы соединяем вот эти 3 столбика, вернее 4 столбика, в одну вершину. Первый не довязали, второй, вот третий и четвертый. Соединили, закрепили. Как вы поняли, мы с вами дальше все повторяем. И вот это у нас с вами последний ряд, с которым мы можем и соединять наши мотивы. Давайте поговорим, как мы можем с вами соединить наши мотивы. Вот смотрите, соединять мы будем через вот эти арки. 1, 2, 3, 4. Что, в общем-то, я уже начала делать. Смотрите, первое соединение, второе, вот третье и четвертое соединение. Я просто покажу как, чтобы вы понимали. Вот мы с вами связали столбик. Столбик с 2 накидами, столбик с одним. Теперь 1, 2, 3, 4. Вот наша 4-я петелька. Вот здесь мы с вами ищем 4-ю петельку или под арку, или ищем 4-ю. Нашли 4-ю петельку, протянули нашу рабочую петлю, да? Теперь это 4, 5, 6, 7. И мы переходим на нашу арку и продолжаем вязать наши 3 столбика. То есть вы поняли, как происходит соединение через вот эти арочки. Итак, мы с вами соединяем ленту. Итак, мы с вами соединились и дошли до края. Как если посмотреть на наше изделие, да, то у нас идут соединенные ленты, соединенные. Но мы можем с вами соединять и просто какое-то полотно, да, без лент, не учитывая наше предложение, которое нам дается по, ну, я думаю, это салфетки. Ну и сейчас мы с вами разберем, как мы каждый из этих полос будем с вами обвязывать. Да? Итак, мы с вами получили ленту. У меня лента из 2, это может быть 10 и 15, все зависит от того, какую длину вы надумали. И вот на самый первый мотив мы вот в этой арке должны с вами соединиться. Я беру рабочую нитку и закрепилась. Вот мы с вами закрепились. Эту ниточку, конечно, нужно будет спрятать. И вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Иду под арку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сюда столбик без накида. Вот у нас угол. Видите, вот этот угол. И вот этот угол. И вот эти углы, то есть самые крайние, у нас будет по 20 воздушных петель. 2, 3, 4. 20 воздушных мы с вами связали и соединяемся под вот эту арку. Далее у нас по вот эту идут арочки из 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 под арку. 7 под эту и 7 под эту.
Смотрите, связали мы с вами одна арка 7, вторая арка 7 и третья арка 7. И переходим на следующий мотив. Любой переход между мотивами у нас идут по 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 15 воздушных мы с вами связали. Переходим на следующий мотив под вот эту арку. И далее смотрим 7, 7, 7. Если у нас идет дальше, то будет 15. Если у нас угол, то будет 20. И повернем на другую сторону. Обошли мы с вами, видите, все по кругу. Что у нас получается? Угловая арка 20, арка между мотивами 15. Вот эти маленькие у нас арочки идут по 7 воздушных. 20, 20, 7, 15, по 7, 20. И мы должны теперь с вами присоединиться к точке, с которой начинали. Вот мы с вами здесь присоединились. Что мы с вами делаем сейчас? 1, 2, 3, 2 накида. Я захожу в точку, с которой мы с вами выходили, вяжу столбик с 2 накидами. И оказалось как бы по центру арки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как вы поняли, мы с вами опять вяжем арочки по 7 воздушных петель. Это первая и вторая арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зашли под следующую арочку. Вот так. Вот наша большая арка. Под эту большую арку мы должны с вами связать 7 маленьких арочек по 3 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ищем четвертую петлю. 1, 2, 3. Вот четвертая петля. Мы с вами зашли в четвертую, связали столбик без накида. И вот теперь 1, 2, 3. Под арку столбик. 1, 2, 3. Под арку второй столбик. 1, 2, 3. Это у нас с вами третья арка. 1, 2, 3. Четвертая арка. 1, 2, 3. Пятая арка. Мы их должны подвинуть. Так. 1, 2, 3. Вот шестая арка. И 1, 2, 3. Седьмая арка. Мы с вами выискиваем четвертую петлю. Вот 1, 2, 3. И в четвертую петельку нужно в нее попасть. Попали в четвертую петельку и связали следующий столбик. Вот у нас получилось 7 арочек на большом. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мы вяжем с вами вот эти арки. Первый столбик, это у нас первая арочка. Так, теперь вот второй, третий и четвертая будет в большой. Итак, давайте посмотрим. Мы связали с вами 7 арочек в большой арке. Теперь 7 воздушных, 7 воздушных, 7. Вот следующие 7 воздушных. Арочка между двумя мотивами. Мы выискиваем с вами 1, 2, 3. Третью петельку зашли. Связали столбик без накида. И теперь мы опять с вами вяжем арочки из 3 воздушных петель. Их должно быть у нас 4. Первая арка. 1, 2, 3. Вторая арка. 1, 2, 3. Третья арка. И 1, 2, 3. Это четвертая арка. И мы с вами должны попасть опять-таки в третью петельку. То есть закрепиться. Вот так. Далее 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Идем под арку. Вот таким образом мы с вами вяжем угол
и вот эти большие арочки, ну и маленькие соответствующие. Обошли мы с вами все по кругу. И последняя арочка из 7 воздушных. Что мы с вами делаем? Нам нужно опять с вами связать 3 воздушных. Последняя арка. 1, 2, 3, 2 накида. Мы заходим с вами в точку, с которой выходили, и связали столбик с 2 накидами. Вот так. Теперь с этой точки я вяжу 1, 2, 3. Как бы запомнили петельку. 1, 2, 3. Возвращаемся. Вяжем соединительную петлю, получаем пико. 1, 2, 3. Идем под арку. 1, 2, 3. Запомнили. 1, 2, 3. Вернулись. Связали соединительную петлю. Один, два, три. Пошли под арку. Это вот у нас с вами первая, вторая. И здесь у нас еще идет арка вот сюда. И затем мы перейдем с вами на угол. Итак, смотрим, мы с вами связали вот одна арка, вторая, третья, мы соединились. И теперь связали вот еще 4-ю арку, которую мы должны уже прикрепить к угловой арке. Смотрим, вот наша первая арка, мы заходим во 2-ю арочку и связали столбик без накида. Теперь мы вяжем 3 воздушных петельки. И на этом столбике я вяжу пико. Вот так вот. Связали пико, и я перешла столбиком без накида в 3-ю арку. Вот так. Теперь я делаю накид. Вот у меня 4-я арка. 1, давайте посчитаем, чтобы было понятно. 1-я арка, 2-я арка, 3-я, 4-я арка. И здесь осталось еще 3. Значит, 4-ю арку я делаю накид, захожу в эту арку, вяжу столбик с одним накидом. 1-й, 2-й. На вершине 2-го столбика мы вяжем с вами пико. 3 воздушных и возвращаемся. Связали пико. Далее накид и еще 2 столбика в эту же арочку. 1-й и 2-й. Опять пико. 1, 2, 3. Вернулись. И связали пико. Накид, еще 2 столбика. 1-й столбик и 2-й. Как вы поняли, всего 6 столбиков. Я теперь фиксируюсь под 5-ю арку. Перехожу в 6-ю арку. Над 6-й аркой, там где у нас был столбик без накида, я вяжу пико. Вот так. И теперь вот с этой точки, 7-ю мы с вами оставляем. Вот арка у нас не задействована, она осталась у нас. С этой точки я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
под большую арку из 7 воздушных, столбик без накида. И опять арочка из 7, 7, 7. Хочу сказать, смотрите, там, где у нас край, у нас будут арочки с пико. Где у нас ровная линия, там будут арочки без пико. То есть, видите, мы связали с вами без пико арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь вот такие арки, здесь такие по краям этим. Так, смотрим, мы с вами связали вот арочки из 7 воздушных и дошли до соединения. Здесь у нас 4 арки маленьких. 7 воздушных. Первую пропустили, зашли во вторую арку, столбик без накида. Здесь я вяжу 3 воздушных петли, делаю пико, или возьмем 4, делаем не в основание, а сделаем прямо вот в петельку, в первую петельку связали пико. И столбиком без накида перешли в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И переходим под арочку. Да, вот она. Следующая арка, столбик без накида. Вот как мы с вами оформили сторону. Эта сторона будет точно так же. Эти арочки по 7. Да, а вот здесь и углы мы оформляем, вот как только что я показывала. Итак, мы с вами обошли по кругу, получили по краям вот такие вот арочки, по ребру наших полос, да, вот такие арки, которыми можно соединяться уже с другим, со следующим полотном. Вот, пожалуй, и все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до